Сегодня мы покажем вам роскошную московскую квартиру площадью всего 76 квадратных метров. Но мы полностью здесь переиграли планировку и поместили все, что пожелал заказчик. И плюс изменили ее видовые характеристики из панорамных окон. За концепцию этого интерьера мы взяли атмосферу дорогого отеля. Мы внесли эти мотивы в мебель, в текстуры, в цвета, чтобы здесь было ощущение настоящего дубайского апартамента. Мы, на самом деле, часто бываем в Дубае, вы знаете. Эта квартира создавалась для молодой семьи из 3 человек. Давайте начнем уже рассказывать и начнем обзор с кухни-гостиной. Мы часто ездим в путешествия и каждый раз получаем там новые интересные эмоции. И эти эмоции у нас очень хорошо ассоциируются с отелями. Представьте, вы приехали в какую-то яркую страну, да, и попали в ужасный отель. Отдых будет испорчен. Так вот, я сам недавно вернулся из поездки в Китай, полностью заряженный эмоциями, и если эти эмоции совпадают еще с классным интерьером, то результат будет просто фантастический. Так вот, заказчики хотели видеть такой интерьер у себя дома. То есть мы приходим, все чисто, все современно, все продумано, и в таком интерьере классно жить современному человеку. Хозяин квартиры нам рассказал, что к нему приходили в гости друзья и сказали, что интерьер очень похож на какой-то дорогой дубайский отель. И мы умышленно добивались такого эффекта. Здесь использованы специально натуральные дорогие материалы, там кварцевый агломерат. Здесь есть специально элементы из латуни. Это теплое золото добавляет таких очень приятных теплых бликов, особенно на солнце. Здесь много дерева, дерево темное специально, то есть такая плотная цветовая гамма, которая как бы обнимает нас и заставляет нас ощущать вот этот тяжелый люкс. Изначально в квартире была очень неудачная планировка, связанная с видом из окна. Вот эти 2 окна угловые выходят на шикарный вид на Москву, на Кутузовский, на МГУ, на простор, а остальные окна, они закрыты соседними высотками, и вид из них, окна в окна, в принципе, не такой интересный. Но по проекту изначально здесь была кухня, а здесь была спальня, то есть все портило нам, рушило вид, потому что большинство времени мы все-таки проводим в гостиной, на кухне, и хочется иметь из этого пространства самый классный вид. Хочу сказать, что планировка полностью узаконена, она полностью соответствует строительным нормам. Мы специально консультировались с компанией, которая впоследствии проводила согласование перепланировки. И вот эта кухня, она находится на самом деле не в жилой комнате. Здесь был узкий коридор, и у нас получилась кухня-ниша, которая занимает пространство именно коридора. И теперь у нас есть полностью соответствующая требованиям жильцов квартира с кухней-нишей, причем она полностью функциональна, удобна. Здесь есть все, что нужно для готовки. Здесь огромный кухонный остров, столовая зона, стеллажи и отдельно объединенная с ним гостиная комната с шикарным, мягким, большим диваном, ТВ-зоной и роскошным панорамным видом из окон. Наполнение кухни классическое, здесь есть все, что нужно хозяевам. Есть холодильная камера и морозильная камера, большая функциональная посудомойка, зона мойки с измельчителем и диспенсером для мыла, варочная поверхность, шкафы для хранения, 2-й ряд шкафов для хранения и отдельный пенал с микроволновкой и духовым шкафом. То есть есть все, что нужно, но, как вы видите, рабочая поверхность очень маленькая, то есть 1, 2, 3 маленьких отрезка, поэтому мы добавили в зону гостиной, это уже разрешено делать по строительным нормам, добавили вот такой длинный, не очень глубокий, но длинный остров, который полностью решает все вопросы с рабочей поверхностью. Здесь можно готовить, 4 человека одновременно. Есть вот такой удобный люк для розеток, то здесь можно какой-нибудь миксер воткнуть, чтобы не болтались провода и удлинители. И, естественно, все пространство внутри острова у нас используется. Здесь есть даже холодильник для вина. То есть, в принципе, это шикарная кухня для таких сжатых условий. Я постоянно рассказываю, что все проблемы настройки начинаются, когда мы вносим изменения в уже готовый проект. И здесь такое изменение произошло. Когда начиналась стройка, проект был уже готов, сдан, пригласили подрядчиков на вентиляцию. У нас изначальный кондиционер был обычный, наружный, настенный. Но вентиляционщики уговорили заказчика сделать канальную вентиляцию и кондиционирование. В принципе, я согласен, что это очень круто, но это нужно было, конечно, решать на стадии дизайн-проекта. Поэтому начинайте,
ваш дизайн-проект всегда с вентиляцией и кондиционированием. Это очень важно и напрямую повлияет на ваши потолки. Ну так вот, у нас эта кухня была в потолок, но когда появились канальные кондиционеры, появились вот эти решетки, и потолок очень сильно просел. У нас в коридоре появилась балка, нам пришлось все переигрывать, кухня немножко видоизменилась. В общем, мы съели очень много проблем, но я считаю, что мы в итоге все-таки красиво из них вышли, все получилось, но, пожалуйста, всегда вот эти вещи постарайтесь решать до дизайн-проекта, либо в ходе его, и по минимуму меняйте что-то во время стройки. Это очень важно, потому что постоянно вылезают какие-то вопросы, которые просто невозможно продумать заранее. Отдельное внимание зоне мойки – это подклеенная снизу мойка от Майкири. Мне очень нравится эта маленькая фишечка с крючочком, когда у нас вот эта некрасивая, она не бывает красивая, губка вот такого кислотного цвета, она здесь зажата вот в такую петельку, и мы ее не видим. То есть вот прекрасная чистая кухня, и мойка нам никак не мозолит глаза. Конечно же, у нас есть измельчитель и дозатор. Я постоянно про это говорю, я, наверное, уже всем надоел этим советом, но не надо ставить вот это красивое желтое фейри. Пожалуйста, переливайте все в дозатор, и ваша кухня будет современной, красивой, и вот тот дубайский лоск, которого мы хотели добиться, вот он достигается именно так. То есть ничего лишнего, никаких лишних деталей, все красивое в природной, спокойной, такой бесконечной во времени гамме. Кран имеет смеситель для горячей и холодной воды и вот такой рычажок для воды, поступающей из-под фильтра. И, конечно же, есть вот такая удобная фишка. Это вынимающийся шланг, это супер удобно, чтобы замывать кастрюли. Вот кто не пользовался, тот меня не поймет. Кто пользовался, они скажут, да, это крутая фишка. Все стены в квартире в декоративной штукатурке, и поэтому они смотрятся многодельными, интересными. И на самом деле это более практичный материал, чем покраска. На нем меньше видны царапинки, на нем меньше видны загрязнения. Плюс моется декоративная штукатурка гораздо легче. И обратите внимание, откосы оконные также отделаны декоративной штукатуркой. Иначе бы они выделялись не очень красивой белой полосой, а так все смотрится цельно. Рядом с кухонным островом находится обеденный стол, и в таком стиле, конечно же, идеально заходит стол из мрамора или из оникса. И здесь он очень хорошо сымитирован. Это керамогранит. 2 листа крупноформатного керамогранита склеены между собой для жесткости. Они как бы друг друга армируют. Здесь есть фасочка, которая тоже придает лоска. Обратите внимание, кажется, что столешница тонкая. На самом деле она не тонкая, она получается почти 3 сантиметра, но при этом она жесткая. Мне не очень нравится изображение мрамора на матовом керамограните. Мне кажется, что оно сразу же больше выдает фотопечать. Столешница опирается на металлический каркас, крашенный порошковой краской под золото. В этом углу находится ТВ-зона, огромный телевизор, он утоплен в мягкие панели, декорированные латунными вставками, но сразу на самом деле непонятно, для чего нужен вот такой большой объем, почему он появился. Но за этой стеной находится спальная комната, и вот в этой нише утоплен шкаф. То есть это, по сути, особенности перепланировки, которые мы придумали, о чем я расскажу позже, которые мы обыграли вот таким вот мягким, приятным объемом, который дополнительно добавляет еще очень приятной акустики. Здесь очень хорошо себя слышно, нет никакого эха. Вот просто придите в пустую комнату и скажите что-то громко, вы сразу же услышите эхо. Здесь эхо полностью отсутствует. Здесь очень приятная акустика за счет вот этих мягких панелей и тяжелых штор. Внизу у нас массивная подвесная консоль. Мне очень нравятся вот эти большие объемы, когда они подвешены, когда они еще снизу подсвечены. Они смотрятся очень эффектно и добавляют дороговизну в ваш интерьер. И чтобы максимально интересно поиграть с объемами и планировкой, мы вот с этого торца сделали еще полки для книг или декора. Изучая мебельный магазин в Дубае, мы заметили, что там очень популярен класс диванов для домашнего кинотеатра. Это обязательно диван с инклайнером, с широким подлокотником, с таким металлическим стаканом для попкорна, с очень удобной посадкой. И внешне они на самом деле чаще всего не очень удачные, они мне напоминают какие-то диваны из 2000-х. Но здесь как раз диван соответствует и внешнему виду, он очень удачно садится в этот интерьер, и он еще очень сильно функциональный для просмотра домашнего кинотеатра. Обратите внимание, что здесь есть. Во-первых, есть вот такая штука. Вот мы нажимаем кнопку, у нас сразу же появляется инклайнер, я просто сразу же принимаю супер удобное положение, хочется сразу смотреть фильм. Вот, но это еще не все фишки этого дивана. Еще одним очень простым движением, вот мы нажимаем кнопочку, у нас выдвигается вообще весь диван. Вот можно сделать любое удобное положение,
Что вот мы были на выставке мебели, Андрей очень жаловался, что ему часто на диванах не хватает вот этого расстояния. Здесь расстояние можно выбрать любое, под самые длинные модельные ноги, вот поверьте мне. И здесь меняется положение изголовья, то есть вот оно вот так поднимается, и можно уже так садиться, смотреть телевизор, потом поднять ноги и просто попадать в нирвану. А если сзади вас режется машина, то у вас не пострадает шея. И очень простым движением, вот так, раз, все, диван в первоначальном виде. Я считаю, что это просто гениально. То есть полностью трансформирующийся диван в 4 вариантах. И если у вас диван без металлического подстаканника для попкорна, то есть очень простое решение. Вот такой кайфовый столик, он садится прямо вот так сюда, и все, мы можем спокойно ставить вино, попкорн, все что угодно. И вы никогда не испачкаете материал вашего дивана. Еще по проекту есть одна фишечка именно от дизайнеров. Здесь внизу под диваном есть розетка. Если вы хотите, чтобы рядом с диваном, особенно если он в центре вашей гостиной, за ним, чтобы был торшер, либо что-то можно было включить, то делайте розетку не рядом с диваном, потому что она будет на самом видном месте, а делайте просто розетку тупо под диваном. Тогда у вас не будет нигде валяться провода, вы никогда не споткнетесь о них, и у вас будет красивый отдельно стоящий торшер в центре вашей гостиной. Дверь тоже в декоративной штукатурке. Стоит обратить внимание, что чтобы нанести ее на полотно, стоит снять полотно с петель и наносить, потому что вот на смонтированную дверь декоративку наносить не очень правильно, не очень технологично. Это дверь от компании «Волховец». Это скрытая дверь. Она находится в плоскости гостиной, при этом она реверсная, открывается в другую сторону. Все ради эстетики. У этой двери алюминиевый кант по периметру, что очень практично, что избавляет от сколов. При ударе, например, полотна, уголок у вас не сколится. На полу у нас инженерная доска, орех – это тот материал, который идеально подходит для вот таких дорогих люксовых интерьеров. Потому что дуб, он более такой молодежный, современный, он подходит больше для минимализма. Вот в таком интерьере, конечно, идеально садится именно орех. Безусловным украшением гостиной являются вот эти 2 диска из стекла, латуни, с очень красивыми латунными базами. На самом деле было довольно сложно правильно их расположить, потому что нужно указать вот именно выводы для светильников еще на стадии проекта, когда они еще не заказаны. Мы немножко с этим заморочились, но в принципе мы красиво их расположили. Обратите внимание, что они еще на разной высоте. И обратите внимание на потолки. В этой квартире все потолки натяжные, тканевые, с аккуратным теневым примыканием. Но они не белого цвета, как обычно, они серые. Этот цвет ближе к стенам, вот этому бетонной штукатурке, они лучше, плотнее сочетаются, и по мне это смотрится гораздо дороже. Все шторы в квартире Blackout на электроприводе, и это нам позволяет моментально закрыть панорамные окна. Одним из пожеланий заказчиков было иметь в интерьере разные интересные группы света и их комбинации. В гостиной света очень много, есть красивые декоративные люстры. По периметру для яркого света идет шинопровод с встроенными линейными светильниками. Остров, естественно, подсвечен светильником над ним. Есть подсветка для рабочей поверхности. Кроме того, есть декоративные подсветки во всех нишах, которые очень красиво смотрятся по вечерам. И чтобы ночью не включать в коридоре яркий свет, который будет нас слепить, в стенах мы встроили маленькие ночнички. Это очень аккуратный навигационный свет, который направлен в пол и не ослепляет нас ночью. Из коридора мы попадаем в маленький гостевой санузел. Нам удалось впихнуть вот 2 санузла полноценных, полностью оборудованных в маленькое пространство, которое можно будет согласовать. И это было на самом деле очень непросто, поверьте мне. Здесь у нас асимметричная раковина, она из акрила, с деревом. Но вот, если честно, то у меня полное ощущение, что я в каком-то дорогом отеле. И вот мы добились той атмосферы, которую хотели. Сверху есть один очень интересный технический элемент. Вентиляция у нас появилась позже, и вот этот люк, он нам все хотел испортить, потому что здесь была такая П-образная вот эта конструкция из дерева, она уже была заказана, и на самом деле это кажется, что легко и красиво, но мы на самом деле поломали здесь копья, и в итоге вырезали вот эту историю. То есть она снимается вместе с люком и никак не портит наше архитектурное вот это убранство. По периметру также идет подсветка, то есть без нее все смотрелось бы совершенно по-другому. Здесь прямо ярко, красиво, и вот смотришь на себя и прям нравишься себе. Слева в нише у нас душевая кабина, и вот там внутри слева есть нишка для душевых средств.
Мне, конечно, не очень нравятся стеклянные полочки, объясню почему. Посмотрите, какие на них остаются следы. То есть здесь нужно постоянно все убирать, даже несмотря на то, что полка не доходит и вся вода слетает вниз, все равно вот эти следы остаются. И, конечно же, лучше использовать не стекло, а акрил. Ну, это можно, в принципе, легко заменить, и это не проблема. С этим моментом мы, на самом деле, тоже немножко помучились, потому что нужно было сделать вот эти профиля, заподлицо с керамогранитом. Также здесь нужно было подойти декоративной штукатуркой, чтобы все это красиво было. И самый тяжелый элемент был вот этот, потому что справа к нему примыкает стеклянное ограждение душевой. Здесь приходит керамогранит, то есть здесь прям пришлось помучиться, но в итоге у нас все получилось и смоется прям красиво. Мне очень нравится эта декоративная штукатурка под бетон. Она очень красиво здесь нанесена, на внешние углы, на дверь. Она очень эстетично смотрится совместно с деревом, с вот этой латунью. Все вместе просто создает какой-то, я бы сказал, театральный эффект. То есть это не просто какая-то плоская там темная стена, это очень интересная, даже в каком-то смысле бархатная поверхность. Когда мы с нашей съемочной группой зашли в эту квартиру, нам было довольно тесно в этой прихожей, и возникает законный вопрос, да, почему мы сделали вообще такой узкий коридор? А сделали мы его потому таким узким, что мы отдали полезную площадь гостиной, и в случае с этой планировкой это было весьма разумно. Хозяева квартиры не рассчитывают на толпы гостей, как вот мы сегодня пришли. И здесь огромная прихожая никому не нужна, а гостиная большего размера была в приоритете. В запотолочном пространстве в этом коридоре располагается система вентиляции, из-за чего нам пришлось значительно понизить потолок, и заказчик переживал, что, возможно, здесь будет потолок казаться очень низким. Но пропорционально коридор узкий, и потолок не кажется низким, он кажется, наоборот, гораздо выше, чем есть на самом деле. И мы от размера этого коридора, получается, эстетически не только не проиграли, но и выиграли. То есть мы получили достаточно хорошее ощущение высокого потолка в результате. По нашему дизайн-проекту вот эта дверь должна быть декорирована таким же керамогранитом, как и на стене. Но производитель дверей отговорил нас от этого решения, потому что дверь может провиснуть, и никакие петли, никакое усиление конструкции совершенно не поможет. Со временем эта дверь будет просто скрести по полу. Поэтому было принято решение использовать декоративную штукатурку. И это решение эстетически совершенно не хуже. За ТВ-стеной находится мастер-спальня, и, как я рассказывал раньше, здесь есть большой, глубокий платяной шкаф. Но за счет того, что он наполовину в спальне и наполовину в гостиной, он здесь не кажется таким массивным и отходит от стены буквально немного. Огромная высокая кровать перетекает на стену вот этими стеновыми мягкими панелями с геометрическим вертикальным рисунком. И над ней была курьезная ситуация с этим зеркальцем. Изначально по проекту у нас шло вот именно это зеркало, но заказчик заказал его в интернет-магазине, и оно по факту приехало в 2 раза больше. Вот такое огромное зеркало с черными лучами. Оно сейчас висит в прихожей, вы можете увидеть. Но его-то хотели изначально повесить сюда и решили ради этого понижать высоту мягких панелей. Тут уже мебельщики стали ругаться, потому что панели уже были изготовлены. Укоротить их не так просто. Это не просто вот так обрезать, это на самом деле заново делать это изделие. Там набегала опять довольно большая сумма за переделку. В итоге зеркало заказали заново, и оно здесь очень эстетично поместилось, уже правильного размера. И я считаю, что, конечно, огромное вот это солнышко здесь смотрелось бы хуже. Мне нравится, когда за кроватью вот такая высокая и приятная мягкая стеновая панель. Как вы помните из наших видео, у нас ни одна спальня не обходится без вот таких вот ламп-читалок. Это очень удобная штука для того, чтобы читать бумажные книги аналоговые. Был еще один сложный момент с реализацией. Это подбор стула для вот этого рабочего места. Заказчик сказал, что перебрал просто массу магазинов, массу стульев, ему ничего не нравилось. Он искал именно специальный компьютерный стол, но все они очень плохо сюда садились. И в итоге потом пришла очень простая, просто гениальная мысль. Здесь поставили такой же стул, как и обеденный в гостиной. Он идеально подошел в интерьер, потому что у нас выдержан стиль для всей квартиры, но есть один очень приятный бонус. Так как стул точно такой же, как и в гостиной, если пришли друзья, то можно всегда его поставить как дополнительный стул. То есть вам не хватает места, вы просто переносите стул отсюда в гостиную, и он по стилю, ну, просто идеально совпадает, как будто так и было. Изначально мы думали, что вот эти вот латунные полосы будут сделаны также в штукатурке, но заказчик усовершенствовал это решение на более настоящее, более классное и дорогое. Это настоящий латунный профиль, который вот смонтирован на стену.
Он как бы подчеркивает графикой вообще все стены, все смотрится дороже и интересней. У нас современный интерьер, и, конечно же, мы следуем всем современным тенденциям. Обратите внимание, что все плинтуса у нас в квартире теневые, и также у нас все примыкания на потолке тоже теневые. То есть и сверху, и снизу идет идеальное теневое примыкание. В спальне, так же как и в гостиной, шторы на электроприводе, но хозяева квартиры сказали, что именно в спальне это самое удачное решение. Вы пошли вечером спать, в городе никогда не бывает идеальной темноты. Всегда есть огни города, всегда за окном светло. Поэтому мы просто нажимаем одну кнопку, шторы уезжают, и вы получаете максимальный блэкаут. Например, я могу выспаться полностью только в полной темноте, когда нет вообще ни одного луча солнца. И утром вы проснулись, нажали кнопку, шторы раскрылись, и вы, вдохнув солнечные лучи, просыпаетесь и идете заниматься своими делами. Мастер-ванна продолжает настроение отеля. Заказчику хотелось в мастер-ванной разместить все. И ванну, и душевую кабину, и раковину с хорошей столешницей, и места хранения. Все это у нас получилось. Это было непросто, но все получилось разместить благодаря хитрому планировочному решению. Как и положено в хороших отелях, в этой ванной много сценариев освещения. Здесь есть освещение, которое лучше использовать ночью, которое не будет слепить глаза. Это, например, вот эти вот подвесы, они очень празднично, нарядно смотрятся, когда включены только они. Здесь также есть световой потолок. Световой потолок – такое интересное решение. Это натяжной потолок, за которым располагаются диоды. И получается вот такая ровная световая заливка. Эта конструкция располагается над ванной и имеет такой же размер. Очень так архитектурно, правильно смотрится. Детская комната очень маленькая, но очень уютная. Спальное место встроено в мягкий угол из вертикальных панелей. Также здесь есть хранение, и заказчик нам очень хвалил вот эти верхние стеллажи, в которые убрали все игрушки, которых на самом деле у любого ребенка очень много. Но вот этот объем, он не навязчивый, он не давит, но он помог избавиться от большинства бардака. Все стены здесь из светлой, теплой штукатурки. Обратите внимание, что паркет на полу другого цвета, чем в гостиной, он более светлый. Нам хотелось эту маленькую комнату сделать максимально просторной за счет цветового решения. Дерево здесь также более светлое, то есть здесь все тона, они интересные, яркие, но при этом светлые. В детской также есть несколько сценариев освещения. Это вечерний прикроватный свет, свет в мебели, свет над кроватью и общий яркий свет в треках, чтобы осветить всю комнату равномерно. Друзья, обязательно напишите в комментариях, что вам понравилось в этой квартире, а что бы вы хотели поменять. Поддержите видео лайком, подписывайтесь на наш канал и обязательно переходите в наши соцсети, там очень много для вашего вдохновения. Монетизация сейчас не работает. Если хотите поддержать наш канал и выход новых видео, то обязательно переходите по ссылочке в наш Boosty. Ссылку я оставлю под видео. До скорой встречи, друзья! Пока!